Hello everyone, welcome to another Russian podcast by me, your Russian teacher, Lina. Today I will talk to you about some things that you never do when you visit a house of a Russian person. I will talk about 6 Russian superstitions that still some people believe in. I'm not saying that all the people believe in them and that we believe in all these 6 superstitions, but they are usually the most common, the most popular. Some of these superstitions might seem funny to you, but to be safe, it's better to avoid doing them in a Russian house. At the end of the video, I will tell you in which ones of these 6 superstitions I personally believe. And while you're listening to me, try to guess which ones. I remind you that this video will be completely in Russian, and if you want to understand me 100%, you can always turn on subtitles in English and in Russian. They will help you. Now, let's start. В русской культуре существует множество примет и суеверий, которые могут показаться иностранцам странными, смешными и забавными. Я с вами поделюсь 6 вещами, которые не стоит делать в доме русского человека, если вы не хотите вызвать недовольство хозяина. И первая вещь, первая примета, самая популярная – это нельзя свистеть в доме русского человека. У нас даже есть фраза «не свисти, а то денег не будет». По этой фразе можно понять, почему нельзя свистеть в доме или в квартире. Считается, что свист выдувает деньги из дома и привлекает бедность. Так что никогда не свистите в доме русского человека. Далее следующая примета. Не оставляйте пустую бутылку на столе. Обычно речь идет о бутылке алкоголя. Считается, что пустая бутылка на столе привлекает смерть. Но я слышала и другие варианты. Люди говорят, что просто будет голова болеть. Да, по русским традициям именно это может вызвать головную боль, а не то, сколько вы выпили. Также хочу отметить, что причины, почему этого нельзя делать, могут отличаться в разных семьях, в разных регионах, потому что это очень старые приметы, которые пришли к нам из язычества, из прошлого, и, естественно, причины, почему этого делать нельзя, они могли потеряться или измениться в зависимости от региона России. Поэтому я не утверждаю, что эти объяснения и причины будут на 100% правильными. Я просто буду говорить о том, какие объяснения и причины слышала именно я. Тем более важно то, что нельзя делать, а не почему этого делать нельзя. Поэтому не оставляйте пустую бутылку алкоголя на столе, сразу убирайте ее на пол. Далее следующая традиция – это не передавать ничего через порог и также не здороваться и не прощаться через порог. То есть, если вам нужно что-то передать, нужно переступить, либо зайти в квартиру, либо человек, который находится в квартире, должен выйти к вам. Считается, что порог – это граница между мирами. И поэтому нельзя передавать вещи из одного мира в другой. Это может привести к ссорам или к неприятностям. Далее. Нельзя сидеть на углу стола, если ты незамужняя девушка. Считается, что если незамужняя девушка сидит на углу стола, она не выйдет замуж в течение 7 лет. Не знаю, насколько это правда. Да, я иногда сижу на углу стола, и может быть именно это главная причина, почему я все еще не замужем. Далее, следующая примета – нельзя есть с ножа. После того, как вы порезали какую-то еду, торт, пирог, мясо, ни в коем случае нельзя есть с самого ножа. Считается, что если вы едите с ножа, вы будете злым человеком. То есть здесь мы даже не говорим о мерах безопасности, что можно элементарно порезаться. Нет, по русским традициям вы будете злым человеком, если будете есть с ножа. И последняя традиция связана с подарками. Если вдруг вы хотите сделать подарок русскому человеку, ни в коем случае нельзя дарить ножи и часы.
Считается, что это может привести к ссорам. Если вдруг вы решили подарить часы или ножи, то получатель, человек, которому вы дарите этот подарок, должен символически вам заплатить за этот подарок. То есть должен просто дать монетку. Таким магическим образом эта примета перестает действовать. Не знаю, распространяется ли это правило на такие часы, как Rolex или Cartier. Скорее всего, нет. Если вы решите подарить эти часы русскому человеку, он вообще не будет против и забудет про эту примету. Согласна, звучит смешно, но действительно многие люди в это верят. У меня есть подруга, и в прошлом она встречалась с парнем. И на какой-то праздник она подарила ему часы. Спустя некоторое время, спустя неделю или две, они очень сильно поругались. И она решила, что они поругались именно потому, что она подарила ему часы, а не потому, что их отношения в принципе были очень токсичными, и они ругались каждые 2 недели. Конечно же, мы можем нейтрализовать все эти приметы, если вдруг мы что-то нарушили. Мы можем поплевать через левое плечо 3 раза или постучать по дереву. Таким образом, это нейтрализует всю неудачу и все неприятности. Вот и все. Я надеюсь, было полезно и увлекательно. Конечно же, не стоит верить во все эти приметы, но, как я уже сказала, многие русские в это верят. И я обещала сказать, в какие же приметы верю я. Я верю в первую примету, что нельзя свистеть в доме. Также я верю в то, что не нужно есть с ножа, но больше потому, что это не очень безопасно. И также я никогда не оставляю пустые бутылки на столе. В принципе, и все. Все остальное я могу спокойно нарушать и не думать о том, что это привлечет какую-то неприятность. Но все люди разные, как я уже сказала, и кто-то верит в одно, кто-то верит в другое, а кто-то вообще ни во что не верит. Поэтому не переживайте. Я надеюсь, это было интересно, и вы узнали что-то новое о русской культуре. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, может быть, в вашей стране, в вашей культуре тоже есть какие-то интересные традиции и приметы.